Всем огромный привет, дорогие мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В этом видео я вам предлагаю связать вот такой вот комбинезон для нашей уточки Лала Фанфан. Мастер-класс на уточку есть на моем канале. Также мы уже связали для нее кофточку и повязку. Ссылки оставлю внизу в описании под этим видео. Ну а в этом видео будем вязать комбинезон. Вязать будем из плюшевой петельчатой пряжи Alize Puffy Fine в одном мотке 100 грамм 14 метров. На такой комбинезон понадобится приблизительно один моток такой пряжи. Итак, если вы захотите связать такой комбинезон вместе со мной, тогда ставим лайк на это видео и мы начинаем. Итак, мы начнем вязать с капюшона. Для этого нам нужно набрать цепочку из 27 петель. Вторую петлю продеваем через первую, дальше следующую через вторую, следующую петлю через третью, и таким образом мы набираем косичку, пока у нас не будет 27 петель. Итак, мы набрали косичку из 27 петель, и далее мы будем вязать поворотными рядами. Разворачиваем рабочую нить, и сейчас мы будем вязать справа налево. Продеваем в каждую получившуюся петельку по одной петле от рабочей нити. В первую петлю у нас уже петля продета. Далее захватываем верхнюю перегородочку следующей петли и продеваем петлю от рабочей нити. Итак, мы провязываем до конца ряда, протягиваем в каждую петлю по одной. И в последнюю петельку тоже протягиваем петлю. У нас должно получиться 27 вытянутых петель. И теперь мы опять разворачиваем рабочую нить. Теперь будем вязать слева направо, протягивая в каждую петельку по одной петле от рабочей нити. Вязать будем обычными лицевыми петлями. Нам нужно провязать 5-6 рядов. Итак, довязываем этот ряд до конца, потом опять разворачиваем рабочую нить, вяжем справа налево, также протягиваем по одной рабочей петельке в каждую петлю и провязываем таким образом 5-6 рядов. Итак, у нас получилось вот такое вот ровное полотно из лицевых петель. Провязала я 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше следующие пару петель на рабочей нити мы раскрываем и лишнее отрезаем. Потом этот хвостик мы зафиксируем. Обратите внимание, что петли у меня остались открытыми, я их не закрывала. Итак, начиная с правой стороны, отсчитываем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше 9 и 10 петельку мы складываем вместе. 9 петля поверх 10. Вот так сложили 2 петли вместе. Дальше берем петлю от рабочей нити и продеваем ее. Этот хвостик мы потом зафиксируем. Дальше провязываем 9 петель. Это у нас считается первая петелька. Дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая
И опять 9 и 10 петлю мы складываем вместе. 10 петля поверх 9. Сложили 2 петли вместе и следующей петлей от рабочей нити продеваем. Сейчас мы будем вязать только центральные эти 9 петель. Постепенно вот эти вот боковые петли мы будем убавлять. Таким образом у нас сформируется капюшон. Сейчас у нас уже с правой и с левой стороны получается по 8 петель, потому что здесь мы уже по одной петельке убавили. Теперь разворачиваем рабочую нить и следующий ряд провязываем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. Протягиваем только эти центральные 9 петель. Провязали. Разворачиваем рабочую нить и вяжем справа налево. В следующем ряду делаем убавление. С каждой стороны мы должны убавить по одной петельке. Итак, берем следующую петлю с правой стороны и продеваем ее через перегородку петли предыдущего ряда. То есть просто вот сюда вот ее продеваем. Получается, что из одной петельки у нас сейчас выходит 2 петли. Ту петлю, которую мы только что продели от боковинки, мы убираем ее вниз. Эта петелька у нас наверху. И теперь через эти 2 петельки продеваем петлю от рабочей нити. Дальше следующие петли протягиваем в каждую по одной. Мы провязали до последней, до 9 петли. Эту 9 петельку мы должны провязать вот вместе с этой петлей от боковинки уже с левой стороны. Также эту петельку продеваем вот сюда вот в предыдущий ряд за перегородку. У нас получается из одной петли сейчас 2 петли. И опять ту петлю, которую мы только что протянули, убираем вниз. Это петелька сверху. И через эти 2 петли протягиваем следующую петлю от рабочей нити. И у нас постепенно эти петли будут закрываться. Давайте еще раз. Следующий ряд провязываем без изменений. То есть те ряды, которые мы вяжем слева направо, провязываем без изменений. Тот ряд, который справа налево, делаем убавление и справа, и слева. Протянули до конца ряда. Теперь вяжем справа налево и делаем убавление. Справа петлю одну убавляем и слева петельку одну убавляем. Сначала протягиваем петлю с боковинки вот сюда вот в петельку предыдущего ряда, откуда у нас выходит вот эта петля. Вот сюда же в эту же петельку протягиваем боковую петлю. Убираем ее вниз. И эти 2 петли протягиваем петлей от рабочей нити. Дальше центральные все петли мы провязываем в каждую по одной. Довязываем до 9 петли. И 9 петлю провязываем вот с этой петелькой боковой. Также продеваем ее в эту петлю. Складываем 2 петли вместе и продеваем петлю от рабочей нити. И дальше провязываем то же самое. Сейчас слева направо протягиваем петли без изменений в каждую по одной. Справа налево будем убавлять по одной петельке. И убавляем до тех пор, пока с каждой стороны не останется по 3 петли. То есть с правой стороны должно остаться 3 петли. И с левой стороны тоже должно остаться 3 петли. Вот эти вот 3 петельки вы должны закрыть точно так же, как мы только что провязали. Итак, провяжите оставшиеся ряды самостоятельно.
Итак, мы довязали последний ряд 9 петель, остановились с левой стороны, петельку раскрыли на рабочей нити, лишнее отрезали. Эти кончики мы потом все зафиксируем и спрячем. Теперь нам нужно набрать петли по боковинке. Берем нашу рабочую нить. Итак, начиная с самой первой петли по краю боковинки, набираем петли, протягиваем в каждую петлю по одной петле. Протянули 1, следующую петельку 2, 3, 4, 5. Дальше мы протягиваем вот эти 3 петли, которые у нас остались недовязанные. 1, 2, 3. Дальше между боковинкой и задней частью капюшона мы должны тоже протянуть одну петельку, захватываем перегородочки от петель и протягиваем петлю от рабочей нити. Дальше мы протягиваем 9 петель задней части капюшона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Также между задней частью и боковинкой вот здесь вот нам нужно протянуть одну петлю от рабочей нити. Теперь протягиваем 3 петли с левой стороны, которые у нас остались не провязанные. 1, 2, 3. И теперь с этой стороны мы также протягиваем в каждую петлю по одной. С этой стороны мы протянем 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и в самый уголочек продеваем 6-ю петельку. Сейчас петли пересчитайте, у вас должно получиться 28 петель, и нам понадобится 4 маркера, будем отмечать линии реглана. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5-ю петлю отмечаем маркером, это у нас половинка переда. Дальше следующие 4 петли 1, 2, 3, 4, 5-ю петлю отмечаем маркером. Это у нас рукав. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это у нас спинка. 9-ю петлю отмечаем маркером. Теперь с другой стороны рукав. Отсчитываем следующие 4 петли. 1, 2, 3, 4. 5-ю отмечаем маркером. И с этой стороны у нас остается 1, 2, 3, 4 петли. Это вторая половинка переда. Итак, мы отметили линии реглана. Дальше будем вязать опять поворотными рядами. Будем вязать лицевыми петлями. Петли реглана – это те петли, которые у нас отмечены маркером. Перед петлей реглана и после петли реглана у нас будет прибавка, то есть мы будем пропускать одну петлю. Итак, сейчас мы вяжем слева направо, провязываем 4 петли. Вот мы довязали до петли с маркером. Теперь перед этой петлей пропускаем одну петельку. Следующую петлю на рабочей нити продеваем через эту петлю реглана и маркер переставляем. После петли реглана опять пропускаем одну петлю, мы ее не провязываем. Берем следующую петельку и провязываем до следующей петли с маркером. Вот она, следующая петля с маркером.
Опять перед этой петлей пропускаем одну петлю на рабочей нити. Вот она у нас, мы ее не провязываем. Берем следующую петлю и продеваем в петлю реглана. Маркер переставляем. После этой петли опять пропускаем одну петлю, берем следующую и провязываем до следующего маркера. Довязали до следующего маркера. Опять перед петлей реглана пропускаем одну петлю, следующую петлю протягиваем, маркер переставляем. После петли реглана опять петельку пропускаем, берем следующую и провязываем до следующего маркера. Довязали до петли, петлю пропускаем, петлю реглана провязываем, маркер переставляем, после петли реглана петлю пропускаем и довязываем ряд до конца. Теперь вяжем справа налево, все точно так же. Пропущенные петли в следующем ряду мы также провязываем лицевыми петлями. Давайте еще один ряд вместе. Сейчас провязываем до петли с маркера, до петли реглана, в каждую по одной. Пропущенную петлю в предыдущем ряду тоже провязываем лицевой. Вот она, петля с маркером. Пропускаем одну петлю на рабочей нити. Берем следующую, провязываем ее, маркер переставляем. После этой петли опять петельку на рабочей нити пропускаем, берем следующую, провязываем ту петлю, которая пропущена в предыдущем ряду, и вяжем до следующего маркера. Пропущенную петлю в предыдущем ряду тоже провязываем лицевой. Довязали до петли с маркером, петлю на рабочей нити пропускаем, следующей петлей провязываем петлю с маркером, маркер переставляем, после пропускаем петлю и провязываем петли до следующего маркера. Опять довязали до следующего маркера, в предыдущем ряду пропущенную петлю провязываем, петлю пропускаем, петлю реглана провязываем лицевой, маркер переставляем, петлю пропускаем, провязываем петли до следующего маркера. И последний маркер, провязываем пропущенную петлю, петлю пропускаем, провязываем петлю с маркером, маркер переставляем, петлю пропускаем и довязываем этот ряд до конца. И точно таким же образом провяжите еще один ряд. Вот таким образом у нас получается. Итак, теперь мы соединяем перед и спинку, провязываем петли до первого маркера. Провязываем сначала пропущенную петлю, дальше протягиваем рабочую нить в петлю реглана, маркер снимаем, и теперь петли рукава мы закрываем. Берем петлю, ту, которую только что протянули в линию реглана, и закрываем петельки. Мы закрываем петли рукава, их вязать мы не будем. Дальше берем следующую петлю на рабочей нити и продеваем в следующую петлю реглана. Маркер можно убрать. Таким образом мы соединили половинку переда со спинкой.
Теперь провязываем все петли спинки, протягиваем в каждую по одной. Сначала протягиваем петлю в петлю реглана, маркер снимаем. Дальше с этой петельки начинаем петли рукава закрывать. Закрываем до следующего маркера. Следующую петлю на рабочей нити продеваем в последнюю линию реглана, маркер убираем и продеваем все петли до конца ряда. Теперь вот эти петельки, которые у нас остались от рукава, мы продеваем вот здесь между спинкой и передом за петельку. Один рукав и со вторым рукавом проделываем то же самое. Таким образом у нас получилось две половинки переда, спинка и рукава. Дальше мы будем вязать прямым ровным полотном лицевыми петлями справа налево, слева направо, примерно 5-6 рядов. Провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, вот что на данном этапе у нас получается. Не забываем наши хвостики обязательно зафиксировать и спрятать. Итак, все хвостики зафиксировали, спрятали. Дальше мы будем вывязывать ножки на нашем комбинезоне. Итак, у нас сейчас 32 петли. Делим эти 32 петли пополам, у нас получается по 16 петель. 16 петель будет на одну ножку и 16 петель будет на другую ножку. Первую ножку мы продолжаем вязать без отрыва нити, вторую ножку уже будем присоединять нить и продолжать вязать по кругу. Итак, вот я разделила пополам, 16 петель для одной ножки, 16 петель для другой. И теперь замыкаю вот так вот в круг. Берем следующую петлю от рабочей нити и продолжаем вязать по кругу 16 петель первой ножки. Первый ряд провязали и провязываем таким образом по кругу 3-4 ряда. Итак, я провязала всего 3 ряда, и теперь мы эти петли закрываем. Вот мы провязали последнюю 16 петельку. Петли начинаем закрывать со следующей петли, накидываем петля на петлю. Закрываем петли по кругу. Дальше следующую петлю на рабочей нити мы разрезаем, лишнее отрезаем. Последнюю петлю выводим на изнаночную сторону и с изнаночной стороны фиксируем. Аккуратно затягиваем. Хвостик также мы прячем среди петель. Теперь нам нужно провязать вторую ножку. Вот здесь у меня есть маркер, это я отмечала серединку нашего полотна, то есть делила полотно на 16 петель на одну ножку и 16 петель на другую ножку. Сейчас вот сюда вот между петлями я продеваю петлю от рабочей нити. Дальше соединяю в круг ножку и продолжаю вязать по ножке 16 петель. А последние 2 петельки складываю вместе и делаю убавку. Так как мы дополнительно протянули одну петлю между ножками, у нас по кругу получилось 17 петель, поэтому в конце ряда я сделаю убавку, провяжу 2 петли вместе
Итак, мы провязали первый ряд, дальше вяжем еще 2 ряда без изменений. Теперь также петли у ножки закрываем, накидываем петля на петлю, двигаемся по кругу. Следующую петлю на рабочей нити раскрываем, лишнее отрезаем. Петельку выводим на изнаночную сторону. С изнаночной стороны фиксируем. И хвостик прячем. Наш комбинезон готов. Будем примерять. Итак, теперь нам останется сделать только шнуровку. Шнуровку можно выбрать любую на ваше усмотрение. Вот здесь вот в данном варианте это обычная рабочая ниточка. Петли на рабочей нити я раскрыла и просто комбинезон зашнуровала. Во втором варианте я возьму вот такую вот готовую шнуровку и сделаю шнуровку из нее. И в итоге у нас получился вот такой вот наряд для нашей уточки. Если у вас возникнут вопросы или трудности при вязании, пишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!